Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. В этом выпуске, экс-ученица группы Тутберидзе рассказала об опыте работы с тренером Этери Тутберидзе. Мнение Анны Щербаковой о четверных прыжках. Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по фигурному катанию. Алена Косторная об испытательном сроке в группе Тутберидзе. Евгения Медведева оценила рост популярности фигурного катания и свой вклад в это. Мнение о произвольной программе Камилы Валиевой «Болеро». А также мнение о хореографе группы Тутберидзе Данииле Глейхенгаузе. А теперь к новостям. Экс-ученица группы Тутберидзе Екатерина Митрофанова рассказала об опыте работы с тренером Этери Тутберидзе. Вообще не могу сказать по поводу Этери Георгиевны ни одного плохого слова, потому что это просто великая женщина, реально. Не понимаю всех этих разговоров, что она чуть ли не детей избивает, кидается чехлами и так далее. Ни разу, пока я каталась у нее в группе, не видела, чтобы она чем-нибудь швырнулась. Хотя страшно, конечно, бывает. Это скорее уважение к людям, которые настолько великие, что в работе, что в жизни. Их знает огромное количество людей даже вне фигурного катания. И поэтому тебе страшно сделать что-то не так. Это не страх, что тебя выгонят или побьют, естественно, а страх не оправдать их ожидания. Поэтому делаешь все идеально, чтобы на тебя обратили внимание, сказала Митрофанова. Екатерина также рассказала о секрете успеха подопечных Тутберидзе. Секрет прост. Ты выходишь на тренировку и делаешь столько прыжков и столько прокатов программ, сколько в других группах и не снилось, а я побывала во многих. И когда ты выходишь на соревнования, то у тебя такая уверенность, что ты все сделаешь, потому что ты много раз это повторил. Просто нет никаких сомнений. На четверных у девчат, конечно, немного другая ситуация, но это что-то невероятное, о чем раньше люди и подумать не могли. Что девушки будут исполнять такие контенты, как Саша Трусова, Аня Щербакова, Камила Валиева. Уверена, что будут и Даша Усачева, и Майя Хромых, и подрастающие девчонки. То есть дело не в каких-то суперсекретных методиках, специальных препаратах, потому что столько слухов ходит, что же там происходит в Хрустальном. А происходит там такая работа, что столько кругов ада нигде больше не проходят девочки и мальчики, вот и все. Как говорит Этери Георгиевна, ты не на фитнес приходишь, а в большой спорт. Вот будь добра показывать, что ты в спорте, а не на фитнесе с тетками, сказала фигуристка. Танцевальная пара Екатерина Митрофанова, Владислав Косинский будет представлять на соревнованиях Боснию и Герцеговину, совсем недавно она сменила гражданство. Анна Щербакова считает, что четверные прыжки перестали быть недосягаемыми для всех фигуристок. Такое мнение журналистам высказала чемпионка мира россиянка Анна Щербакова. Нет ничего такого, можно сказать, что мы сами это начали исполнять четверные прыжки, мы были к этому готовы, сказала Щербакова. Когда я пробовала четверной прыжок, и у меня было желание его сделать, тогда это казалось чем-то сложным. Сейчас женское фигурное катание набирает обороты и четверной прыжок перестал быть недосягаемым. Поэтому смотрю спокойно, это прогресс, его не остановить. Ане Щербаковой 17 лет, она является чемпионкой мира 2021, серебряным призером чемпионата Европы 2020, серебряным призером финала Гран-при 2019 и трехкратной чемпионкой России 2019. 2020-2021. Президент России Владимир Путин поздравил сборную России в победе в командном Кубке мира по фигурному катанию World Team Trophy 2021 года в Осаке, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Поздравляю вас с триумфом в командном Кубке мира по фигурному катанию в Осаке. Столь красивая, уверенная победа, заслуженная награда за ваше непревзойденное мастерство, потрясающее трудолюбие и сплоченность. И, конечно, самые теплые слова признания, в адрес ваших тренеров и наставников, говорится в телеграмме. Также президент пожелал спортсменам успехов и всего наилучшего.
чемпионка Европы, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионата России в женском одиночном катании Алена Косторная рассказала, что тренеры вполне обыденно восприняли ее возвращение в группу Этери Тутберидзе. Собственно говоря, кроме своих «я хочу», наверное, проблем-то в принципе особо и не было. То, что было, то было. Тренеры как-то сразу сказали: «Ну все, идем работаем дальше», — сказала Косторная. Алена Косторная покинула группу Тутберидзе летом 2020 года, перейдя в Академию Евгения Плющенко, под чьим руководством завоевала серебро на этапе Гран-при в Москве, стала второй на 4-м этапе Кубка России и заняла 6-е место в финале Кубка страны. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева оценила рост популярности фигурного катания и свой вклад в это. В свое время мы с тренерами сделали максимум, чтобы продвинуть фигурное катание. Сейчас девчонки продолжают его двигать вперед, сказала Медведева. Напомним, до 2018 года Медведева тренировалась в Москве под руководством Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. Она по 2 раза выиграла чемпионаты Европы и мира и стала победительницей финала Гран-при. На Олимпийских играх в Пхёнчхане она взяла 2 серебряные медали, в личном и командном турнирах. После этого Медведева переехала в Торонто, чтобы тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера. Под его руководством она стала бронзовым призером чемпионата мира 2019. В сентябре 2020 года Евгения объявила о возвращении к Тутберидзе. Нравится Камила Валиева с программой «Болеро», там еще много работы, но по замыслу отлично. Российский хореограф-постановщик Сергей Камолов высказал мнение о произвольной программе Камилы Валиевой «Болеро». В интервью Камолов отметил, что ему нравятся многие постановки хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза. Валиева со своим «Болеро», понятно, что там еще много работы, но по замыслу отлично, сказал Камолов, добавив, что постановку успеют доработать до Олимпиады, если будет цель. Говорить можно сейчас многое, но ничто не помешает им поменять программу, если они примут такое решение. Когда у тебя в штате есть такой классный постановщик, как Даниил Глейхенгауз, можно хоть каждый день менять программы, сказал Камолов. Напомним, Камила Валиева оставит произвольную программу «Болеро» с сезона 2020-2021 на новый олимпийский сезон.